Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі. А я з України. 31-й день войны. Украина сражается. А канал живет. Спасибо огромное, мои дорогие подписчики, что вы пишете теплые пожелания. Много предложений всяких. Вы правильно оцениваете многие действия. Это мне очень приятно. Я полностью с вами согласен, что необходимо завершить войну, оценить самолет и затем приступать к его восстановлению или строительству. И именно тогда и необходимо будет собирать дополнительные средства, потому что все-таки я считаю, что основные средства должны поступать от каких-то мощных инвесторов, пусть это будет наше государство, пусть какой-нибудь зарубежный инвестор, а мы соберем обязательно, и в новом самолете мы 100% будем знать, что вот эта часть, вот это, например, там, система управления самолетом или пилотажно-навигационный комплекс, это будет собрано авиаторами всего мира. Мы будем гордиться тем, что новая Мрия использует частичку любви и уважения авиационного мира. Еще вы очень много спрашиваете о состоянии самолетов, какой у нас парк остался, что мы будем дальше делать. Давайте, я всегда говорю, давайте закончим войну. Надо попасть в Гостомель и оценить состояние самолетов, которые там находятся. Я расскажу, какие там самолеты остались, в каком они состоянии, но немножечко позже. Сейчас не время этим заниматься. К сожалению, до сих пор там стреляют, летят бомбы, разные варианты. И будет понятно о том, какой парк самолетов остался и что мы будем дальше делать. А делать что делать? Работать надо. Бороться с коррупцией, сепаратизмом, коллаборационизмом. И параллельно будем строить нашу мечту. По фонду, я все вчера сказал, пожалуйста, никто, я не пытался своим разговором просто запретить кому-то вносить деньги в этот фонд. Это дело каждого, и абсолютно никаких проблем в этом нет. Вот, к примеру, я узнал, что Укроборонпром поддержал эту инициативу и будет тоже инициировать сдачу денег в этот фонд. Вопросов нет. Просто что я немножечко попытался разъяснить, каким образом это все должно происходить и какие этапы в этом сборе денег. То есть абсолютно ваше решение, что вы будете делать. Я единственное, выступлением своим, еще раз говорю, меня, например, поддерживает минимум 95% авиационного мира, тот, который подписан на меня. Я считаю, что это сила. А то, что создатели нового фонда даже отключили комментарии с целью, чтобы не получать негатив. А негатива туда придет ровно столько же, сколько ко мне позитива. Поэтому они и отключили. Думайте, решайте. Еще, честно говоря, вот мои подписчики абсолютно не интересуются, где я, чего был, то есть полностью понимают, я все время на виду, я был здесь, в Киеве, никуда не девался, летал, как я уже говорил, декабрь, январь летал, еще 17-18 февраля я выполнял полеты, вот поэтому я был здесь. А дальше мой бывший непосредственный руководитель Михаил Григорьевич Харченко отлично знает, где я был. Потому что я ему об этом говорил.
Поэтому подходите к нему, спрашивайте. А если совести нет, то он, конечно, не ответит, будет врать, как всегда. Вчера тут попал на одного блогера, он активно использует материал из моих видео, все красиво, радостно, а в конце кучу дерьма вылил на голову. Ну, нельзя, это просто, ну, как-то неприлично работать в одном направлении и друг на друга грязь наливать. Далее, тоже как бы в разъяснениях о команде топ-менеджмента, которая уехала в Лейпциг. Сейчас в документах появляется, как будто бы они поехали туда налаживать отношения с целью того, чтобы организовать эвакуацию всей авиакомпании в Германию. Ну, очень странное налаживание отношений было 15 февраля утречком рано. Приход снарядом полицейских в офис компании Antonov Logistics Salis и демонстративное отстранение директора от обязанностей. Вот таким образом началось налаживание отношения с стороной Германии. Ну и дальше, естественно, было увольнение директора компании ЛС и конфискация всего движимого имущества в том числе. То есть, ну, попытки наделать как можно гадостей больше. Поэтому тоже делайте выводы, кто чем занимается и где. Проанализировав все, можно сделать вывод, что здесь что-то не складывается. Цели до сих пор совершенно другие. То есть никто не собирался спасать самолеты. Это именно то, о чем я неделю назад и пытался всем донести. Поэтому люди абсолютно беспринципные, нечестные. Ну, как мне сказал вот тот бывший руководитель, он говорит, правда себя покажет. Проведем большой разбор после окончания войны. Я надеюсь, мы его проведем, Михаил Григорьевич. А теперь о основной битве, которая происходит в рамках нападения фашистов-расистов на Украину. Я просто удивлен, значит, их пропагандисты, они же пропагандоны в лице Рудольфовича Вечернего. Вот, очень как-то сильно изменился за месяц. Вот посмотрите, пожалуйста, как. Раз бровь поднимем, и Украина поймет все. Ну, и не надо никаких иллюзий. Возьмем Киев. Ни о каком быстром решении и речи не идет, потому что противостоит армия вторая в Европе после нашей, которую 8 лет готовили. Ситуация внутри Украины. Продолжается осада Харькова. Очень сильно осаждают Мариуполь, Чернигов. Рашистские войска пытаются избежать крупномасштабных операций по захвату городов и боев в больших городах с использованием живой силы своей, наземных войск, поэтому компенсируют потерю своей живой силы усиленными бомбардировками этих городов. Эти города, к сожалению, превратились уже полностью в руины. На Мариуполь страшно смотреть. Единственное, я точно знаю, что как только закончится, а закончится война, я думаю, в ближайший месяц, ну, чуть может больше месяца. То есть конкретно к 9 мая мы организуем нашу победу. И пусть те, кто говорили, можем повторить, ответят сами на свой вопрос. О наших потерях конкретно информация прошла по Мариуполю. Разбомбленный драматический театр в Мариуполе, расчистили выходы и уже к данному моменту определились с количеством жертв, которые находились в подвале. Находилось там более 1000 человек, и официально сейчас заявлено о 300 погибших.
это дети, женщины, старики. И теперь уже общее количество погибших детей в Украине достигло 138 человек. Это ужас какой. Существует такой международный аэропорт Чернобаевка. Это Херсон. Рашисты устроили там небольшую базу. Пригоняли постоянно туда вертолеты, технику, командные пункты. И вот уже вчера был 9-й раз, как вооруженные силы Украины бомбили данную Чернобаевку с уничтожением врага. Уже подбито, уничтожено на земле очень много вертолетов. Командные пункты с руксоставом рашистской армии. Еще в добавку к этому зашел в порт Бердянска пару-тройка кораблей, даже десантные, не десантные, но способные перевозить большое количество войск. 400 десантников было, много техники, сожгли наши. Так что еще очередной корабль пошел кормить черноморских бычков и крабов. Маленький эпизодик о том, как работает украинская Стугна. Это противотанковая ракета. Смотрим. Четко, красиво, без замечаний. Еще пару фотографий о том, одна из них о том, какие страны и какими видами вооружений, снабжений помогают нам. Мы видим, что это порядка 14 видов обеспечения разного и больше 20 стран, которые нам оказывают помощь. И вторая фотография — это потери, которые несут рашистские войска. Это данные наших вооруженных сил. Пожалуйста, примите ко вниманию, оценивайте на свое усмотрение. По потерям, которые опубликовали, сами делайте выводы, оценивайте. Главное, что Украина борется и обязательно победит. И тогда займемся нашей мрией. А сейчас раздел авиация. Смотрим небольшой эпизод, снятый во время подготовки к параду 30-летия независимости. Были использованы очень интересные ракурсы. Часы пустить. 10 секунд. Хорошо. Фары большой. Большой. 5 секунд до взлета. 3. 1. Взлетаем. Поехали. Тормоза хнуть. Потихонечку, плавненько номинал. Уже номинал. У нас тяги хватает. Режим увеличивается. Режим номинальный параметр в норме. Скорость растет. 150. Норм. 170. 190. 210. 230. Рубеж. Взлет продолжаем. Подъем. Отрыв. Шасси убрать. Отрыв шасси. Высота 10. В2. Шасси убираются. Шасси убрано, створки закрыты, кран нейтрально. Вставали.
80 где-то. Крен 20. Есть. Курс 300. Хорошо. Магнитный. Хорошо. Прямая. Прямая. 550 подходит. Скорость 360. Правда ориентир. Приготовились. Сбор. 171. Ага, нормально. Навигацию или пока посадки? Ну давай нажмем. Навигацию. Мы слева идем. Нормально. 800 метров. Хорошо. Перехожу на ручное управление. На точке 340 градусов, 4 метра в секунду. Принято. Спасибо. Первый три. На первом 534 ЛС, на втором 590 Принято. ГО. Хорошо. За полосу 48 установлена, частота 111. Циклки 2 выпускаю. 2 выпускаю. Фары выпустить. Выпустить. Бок 14, продол 2. Радиальная 14. Закрылки 2, предсылки выпущены. Хорошо. Закрылки 15. 15 выпускаю. Полосу наблюдаем, продолжаем визуально. Тоннелка 172, наблюдаем полосу, продолжаем визуальный заход на полосу 15. 172, полоса 15, ветер 324 метра в секунду. 700. Убрали. Продол 1,9. Высота Добавили. 80 по радиальному. 100. 70 по барометрическому. 60 по радио. 60. Прибрали. Полсотни. Радиовысотомер 45. 40. 25. 35. 25. 20. 15. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1. Сидим. Скорость 0, реверс. 235. 230. Интерцепторы проконтролируют. Правда, нормально все. Интерцепторы выпущены. 6 зеленых горят. Реверс. Слава Збройним силам України, слава Україні і смерть ворогам. І обов'язково далі буде. До завтра. Пока.